Всем привет! И это будет вторая часть видео, как фармить запретное святилище, на английском Forbidden Sanctum. И в этом видео я постараюсь рассказать, как правильно и лучше всего фармить данный контент. А на первую часть видео я оставлю ссылочку в описании. И для начала я покажу одну из отличных реликвий, которая дает много выживаемости и сильно упрощает прохождение Санктум. Данная реликвия сильно поможет новичкам и тем, кому сложно дается Санктум. Она дает максимум решимости, когда вы убиваете босса, по сути ваше здоровье, и вдохновление, когда вы получаете проклятие, работает как энергощит. Да, кстати, на все релики я оставлю ссылки в описании под видео. И следующая реликвия ларец используется для фарма. Есть такая реликвия на опыт, дополнительную валюту и сами реликвии. И самое прибыльное это там, где написано, что весь аурус преобразуется в реликвии. Я рекомендую использовать именно ее. И она отлично подходит для новичков, так как не усиливает прохождение Санктума. И для тех, кто хочет стабильно зарабатывать при минимальных вложениях. С ней падает примерно 10 реликвий в конце из босса. Часто падают реликвии, которые стоят 1-2 дивайна. И могут упасть все реликвии на раскрытие двух комнат, которые стоят примерно 12 дивайнов. А этот релик можно дополнительно использовать к ларцу. Из босса в конце выпадет кобальтовый самоцвет. Он может стоить с хорошими статами 5-10 дивайнов, но падает довольно редко. Он влияет на усиление босса, в конце Санктума у босса будет 50% повышенное здоровье и атака. Если вы фармите такие реликвии, то вам лучше всего подойдут реликвии, которые дают 10% шанса двойного дропа ауруса из сундуков, что даст вам больше ауруса, а значит и выпадет больше реликвий из босса в конце. Данная реликвия будет дублировать 2 случайных награды в конце. Также с ней нельзя будет иметь никаких бафов, что довольно сильно усложнит прохождение Санктума. И с ней нужно брать исключительно дивайны на конечную награду, чтобы дублировать их в конце. Получается, если вы возьмете 4 дивайна на конечную награду, то у вас максимум может выпасть 8 дивайнов. Данная реликвия работает так же, только она уже дублирует 4 награды, и вы не можете восполнять решимость. Но если у вас есть реликвия, которая дает к максимуму решимости при убийстве босса, то она будет работать и прибавлять решимость. Также с этой реликвией можно будет еще раз удвоить валюту при использовании зеркальца. Таким образом, если вы выбьете 4 дивайна, у вас будет 8 дивайнов от реликвии, и зеркальцем у вас будет 16 дивайнов. Про механику зеркала я расскажу чуть позже. Если вы собираетесь фармить реликвии, которые удваивают лут, то вам лучше всего использовать реликвии, которые позволяют увидеть 2 дополнительных комнаты на карте Санктума, что даст вам возможность увидеть, где находятся дивайны. И с этими реликвиями у вас будет примерно так же раскрыта карта. Да, не забывайте, что я оставлю ссылки на реликвии все в описании, поэтому вы сможете на них всех посмотреть на сайте PoetTrade. И следующее, что я хочу рассказать, это какие типы комнат бывают. Название комнат, где надо убить всех мобов. Арена с ловушками. Комнаты, где надо просто пробежать и найти выход. Комнаты, где надо найти выход, и дополнительно есть ловушки. И комнаты с боссом. Кстати говоря, на русском примерно такой перевод. И на самом деле я запомнил определенный тип комнат, что мне очень помогает. Я запомнил комнаты, на которых у меня возникали действительно проблемы, и я думаю, что у многих могут возникнуть проблемы. Это маленькие комнаты с ловушками, и их лучше всего запомнить, и если у вас будет возможность не идти туда, то лучше не ходите туда. И вот пример такой комнаты. Там еще бывает метеориты падают, и у вас действительно может сгореть на таких комнатах. Поэтому, если есть возможность, то лучше обойти. И из полезных комнат это комнаты с боссом. Если вы играете с реликвией, которая дает максимум решимости, как я, то данная комната увеличит вашу решимость. К тому же она самая быстрая, что делает комнату желаемой, и лучше запомнить название, чтобы знать эти комнаты.
Вы также можете посмотреть, сколько у вас процентов защиты решимости. Вот здесь внизу. Она зависит от показателей защиты персонажа. Вы также можете прочитать, как работают эгиды решимости. А теперь я хотел бы поговорить о благословениях и проклятиях. Я не буду говорить о всех, а отмечу только самые важные. А оставлю ссылки с описанием под видео, где вы сможете ознакомиться со всеми бафами и дебафами. И полезные бафы — это бафы, которые поднимают вашу решимость. И баф, с которым, скорее всего, возникают вопросы, это зеркало. Оно дублирует случайную награду. И работает она только на текущую награду. То есть, если вы взяли Divine и потом нашли зеркало, то этот Divine удвоится. И в конце Санктума вы получите 2 Divine. Но если вы нашли зеркало, а потом взяли Divine, то он не будет удваиваться, и в конце Санктума вы получите 1 Divine. А если вы используете реликвию, которая удваивает конечную награду, то вы сможете сначала удвоить реликвией Divine, а потом еще и зеркалом удвоить. Таким образом, например, из 2 Дивайнов вы можете сделать 8. И есть еще сильное благословение зеркала, которое удваивает не одну, а целых 3 награды. И полезные благословения будут те, которые восстанавливают решимость, увеличивают ваш урон и уменьшают хп монстрам, увеличивают получение ауруса, если вы играете с реликвиями на аурус, и реликвии, позволяющие увидеть больше комнат на карте. Или, например, чтобы вся карта была раскрыта. И из самых неприятных дебафов могу отметить. Это уменьшение количества товаров у торговца, получение дополнительных проклятий, что делает Санктум просто непроходимым. А это хороший дебаф, который пропадет после убийства босса в конце этажа. Нельзя брать дебаф, который не позволяет попасть в ту комнату, которую вы хотите. Он может полностью вам все заруинить. Уменьшение радиуса обзора 90%, с которым просто невозможно играть. И то, что вы не получаете аурус, может тоже сильно заруинить вам Санктум. И нельзя брать проклятия, которые не позволяют увидеть награды. С ним вы можете просто не увидеть, где находятся дивайны. А с остальными проклятиями вы сможете ознакомиться по ссылочкам, которые я оставлю в описании данного видео. И в среднем у меня получалось фармить около 6 диванов в час. Это если не считать лаки-дропы, а рассматривать за получение чистых диванов. Это при том, что у меня уходило на одну проходку около 30 минут. Бывает, что на карте святилища абсолютно нет диванов. А максимум у меня получалось собрать 7 диванов без удвоителя. И думаю, это все, что я хотел сказать о запретном святилище. Но если я что-то забыл сказать, то вы можете задавать вопросы, а я постараюсь на них ответить в комментариях. И большое спасибо за просмотр, надеюсь, этот гайд был вам полезен. Ребят, также спасибо за поддержку, которую вы мне дарите. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, это будет мотивировать меня делать больше подобных гайдов. А с вами был Санина, и пришло время со всеми попрощаться, так что всем пока-пока. Up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I
open now, yeah. Make all 今天看齐，墙上写着“秦香莲的32岁了，转个当朝；驸马郎的齐君王啊，满皇上的悔2岁了，转个当朝。今天看齐，墙上写着“秦香莲的32岁了，转个当朝；驸马郎的齐君王啊，满皇上的悔2岁了，转个当朝。今天看齐，墙上写着“秦香莲的32岁了，转个当朝；驸马郎的齐君王啊，满皇上的悔2岁了，转个当朝。